Пока что бренд Jetour компании Chery, ориентированный на автомобили для путешествий, не радовал потребителей настоящим внедорожником. В его линейке были разные кроссоверы, включая модель T2, которая явно подчеркнула вдохновение у современного Land Rover Defender. А вот новый G700 – это уже другой уровень. Перед нами первая модель нового премиального суббренда Jetour под названием Zonchen. Он выглядит настоящим матерым вездеходом и, что приятно, соответствует своему внешнему виду. Самое интересное – это то, как китайцы подошли к концепции настоящего проходимца. Здесь нет полумер. Машина сделана так, чтобы уверенно чувствовать себя там, где асфальт давно закончился. И судя по замыслу, на домашнем рынке G700 готов бросить вызов таким тяжеловесам, как Tank 700 и Yangwang U8 от BYD. Давайте разбираться по порядку. Мы расскажем все известные подробности о новом внедорожнике G700 и о том, чем он может удивить настоящих любителей бездорожья. Классический внедорожник – это прежде всего рамная конструкция, зависимая подвеска и подключаемый полный привод типа Part-Time без межосевого дифференциала, плюс понижающая передача. Простота, надежность и утилитарность. Никаких лишних наворотов. Настоящие хранители вечных ценностей. Jeep Wrangler или Toyota Land Cruiser 70-й серии. Многие другие внедорожники иногда слегка отходят от классики. У кого-то передняя подвеска независимая, у кого-то полный привод постоянный с межосевым дифференциалом. Особенно интересно наблюдать за китайскими марками. Они берут традиционную идею внедорожника и интерпретируют ее по-своему. Но обо всем по порядку. Для начала стоит отметить, внедорожник G700 послужил основой для настоящего заводского болида, который теперь участвует в ралли-рейдах. Его проверили в самых жестких условиях, на китайских соревнованиях в пустыне. Внешне Zonchen G700 явно наследует черты T2, превращаясь в такой дизайнерский микс Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser 250. Получилось не что-то строго копирующее, а вполне гармоничное сочетание. Габариты у 700-го. Длина 5198 мм, учитывая запаску на двери багажника. Ширина 2050, высота 1956, а колесная база 2870 мм. В названии 700-го есть буква G, и неудивительно, что многие называют его китайским Гелендвагеном. Но на деле машины сильно различаются по конструкции. Обе рамные, но если у Mercedes-Benz G-класс спереди независимая подвеска, а сзади неразрезной мост, тот Zonchen G700 использует полностью независимую подвеску с пневматическими упругими элементами, позволяющими менять высоту клиренса. В стандартном положении клиренс уже солидный – 230 мм. Но если захочется поближе к земле для уверенной динамики или выше, чтобы не бояться бордюров и бездорожья, можно опустить его на 50 мм или поднять на целых 9 см, доведя до 320 мм. Амортизаторы с адаптивной системой CDC подстраиваются под любые условия, мягко там, где нужно, и жестко, когда дорога становится суровой. Для внедорожника предусмотрена пониженная передача и 3 блокировки дифференциала, целый арсенал для любых приключений. Стандартный угол въезда составляет 30, угол съезда – 25 градусов. Стандартные 20-дюймовые колеса легко меняются на 18-дюймовые с внедорожной резиной. Идеальный вариант для тех, кто готов отправиться в настоящие приключения вне асфальта. Вес автомобиля варьируется от 3 до 3,2 тонн в зависимости от комплектации, а с полной нагрузкой почти 3,7 тонны. И еще один приятный бонус для любителей путешествий с прицепом. Масса буксируемого груза достигает 2,5 тонн. Большинство клиентов уверены, настоящий внедорожник должен быть дизельным. Китайцы, кажется, с этим не согласны. G700 получил гибридную силовую установку Chery Kunpeng CDMO. В ее основе продольно установленный 2-литровый турбодвигатель мощностью 211 сил с впечатляющей термической эффективностью 45,5%. Двигатель работает в основном как генератор, подзаряжая литий-железо фосфатную батарею. Но при необходимости он подключается к передним колесам через двухступенчатый редуктор и помогает 2 электромоторам, по одному на каждой оси.
сумме электромоторы выдают 751 силу и 795 ньютон-метра, которые сделали бы честь суперкару. Разгон до сотни занимает всего 4,6 секунды, а максимальная скорость достигает 180 км в час. И все это, несмотря на внушительный вес внедорожника. Вряд ли целевой аудитории такой техники нужна экстремальная динамика, зато дальнобойность оценят по достоинству. Батарея от Kettle встроена прямо в раму и имеет емкость 34 кВт-часа, что обеспечивает до 116 км на электротяге. И это еще не все. Автомобиль поддерживает быструю зарядку с 20 до 80% за 10 минут. Бензобак тоже впечатляет, целых 100 литров. В гибридном режиме, по данным производителя, расход топлива составляет 1,4 литра на 100 километров. В итоге заявленный запас хода достигает 1400 километров. На этом возможности внедорожника не заканчиваются. Судя по всему, инженеры вдохновились супервнедорожником-амфибией Yangwang Q8 и научили G700 плавать. В специальном режиме плавания он уверенно преодолевает водные преграды, может находиться в воде до 40 минут и двигаться со скоростью чуть больше 8 км в час благодаря герметичности кузова. Но и это еще не все. В арсенале G700 есть танковый разворот. Автомобиль может развернуться на месте. Для G700 доступны два варианта салона – пятиместный или шестиместный с отдельными капитанскими креслами во втором ряду. Для тех, кто привык к классике, это может стать настоящим сюрпризом. Современный китайский подход к комфорту не знает компромиссов. Простоты и утилитарности тут нет и в помине. Пассажиров встречает кожа и металлические вставки, а в центре торпеды установлен 15,6-дюймовый мультимедийный экран. Привычной приборной панели не будет. Вместо нее 35-дюймовый узкий дисплей Skylight Screen, растянутый на всю ширину передней панели, на котором отображается информация о автомобиле, мультимедийные функции и навигационная система. Физические кнопки при этом сохранились на центральном тоннеле, а удобная шайба позволяет переключать 7 режимов движения или выбрать интеллектуальную систему полного привода XVD. Знакомая по другим моделям бренда автоматически распределяет крутящий момент для оптимального сцепления с дорогой. И да, для тех, кто живет с телефоном в руках, предусмотрена беспроводная зарядка. Передние сиденья обеспечивают отличную поддержку, а также оснащены электрорегулировкой, подогревом, вентиляцией и массажем. Для переднего пассажира есть даже подставка для ног. Во втором ряду пятиместной версии также предусмотрены подогрев, вентиляция и 8-точечный массаж с 3-ступенчатой регулировкой. А вот второй ряд шестиместной версии – это уже настоящий люкс. Два отдельных кресла с широким центральным проходом позволяют легко добраться до третьего ряда. А 17,3-дюймовый потолочный экран развлекательной системы делает поездку еще более увлекательной. За качественный звук в G700 отвечает аудиосистема Lexicon с объемным звучанием. В топовых версиях на крыше появится сенсор LiDAR, который позволяет внедорожнику использовать продвинутую систему автономного вождения ADS-3 от Huawei. А спутниковая связь гарантирует, что даже в самых удаленных уголках внедорожник не потеряет связь с миром. Ожидается, что внедорожник представят в третьем квартале этого года в Дубае. Именно тогда он и поступит в продажу. Официальной цены пока нет, но китайские профильные СМИ предполагают, что стоимость в перерасчете может составить от 56 до 70 тысяч долларов. В общем, G700 получился достаточно интересным экспериментом. С одной стороны, настоящая техника для бездорожья, с другой – полный набор современных технологий для комфорта и развлечений. Пока что остается наблюдать, как новинка проявит себя в реальной жизни и на рынке. Будет ли он настоящим конкурентом для Tank 700 или Yangwang Q8, покажет только практика. А пока можно сказать одно. Китайцы подошли к теме внедорожника с полным набором фишек и совсем не стесняются экспериментов. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить крутые новинки автомобилей и свежие обзоры.
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими путешествиями, а каждый поворот дороги открывает новые возможности и впечатления. Желаем вам комфорта, безопасности и удовольствия от вождения, чтобы машина всегда дарила только позитив и уверенность. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь с нами и до следующего видео.